Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад «События до конца весны». Давайте узнаем, что нам подскажет колода Таро поддержки ангелов. Очень добрая колода. И доброе небо, мои дорогие девы, май располагает к тому, чтобы мы вспомнили, какие задачи. Все же у нас видео события до конца весны. Так вот, какие задачи вы ставили на начало весны? Или, может быть, раньше, где-то на начало года? Что вы смогли осуществить? А что уже не имеет силы или уже стало неважным? И быть добрее к самим себе, к собственной душе. Простить себя где-то и признать, может быть, те ошибки, шаблоны, которым мы следовали, чтобы идти дальше. И если мы не имеем возможности вернуться назад, чтобы правильно начать, мы имеем возможность продолжить что-то или как-то по-другому адаптировать ситуацию, чтобы правильно закончить. Ну и, безусловно, будем где-то с душевным спокойствием подходить к тем вопросам, которые мы не в силах изменить. Есть обстоятельства, которые бывают сильнее нас. Но собрать мужество или собственные силы, сконцентрировать на том, что как раз реализовать вы можете в данный момент. Ну и понятно, мудрость, а вы все, мои дорогие девы, очень мудры, правильно умеете как раз оценить обстановку, из какого-то хаоса создать порядок. Так вот, доброе небо мая позволяет как и подвести итоги, собраться с мыслями на будущий период, так и наметить первые шаги. Для кого интересно прочитать, мои дорогие девы, гороскоп, именно гороскоп, который больше с планетарными событиями связан. Я оставлю ссылку в описании под видео на свой сайт. Вы можете перейти, посмотреть, прочитать, как и по солнечному знаку зодиака, так и по асценденту для вас, мои дорогие. И я думаю, подсказки какие-то будут. Мы же с вами идем вперед. Итак, события до конца весны. И первая карта. Что окончательно завершится для вас до конца весны? А что нового войдет до конца весны в вашу жизнь? Неожиданности возможные. И чем запомнится вам этот весенний период до конца весны или сама весна? Достанем 3 карты на события, и первое будет событие или то, что придет в вашу жизнь для вашего благополучия или радости. Или сфера жизни, где какие-то подвижки будут более положительные. Событие, которое изменит вашу жизнь или вас подтолкнет к переменам, или в сфере жизни, опять же, это происходит. И третье, событие, которое заставить может вас измениться или изменить отношение к чему-то, кому-то. Замечательная карта и прогресса, и прочного положения на данный момент, и когда новые берега. Вы что-то планировали на потом, и вот теперь где-то со второй половины, может быть, мая, вы можете осуществить свой проект. Есть какая-то конкретика в ваших задумках, когда, как ноу-хау, я теперь знаю как. Я знаю то, чем я не буду заниматься, или то, что для меня не имеет значения. И как мне устремиться вперед, чтобы какую-то тему правильно закончить или правильно продолжить. Визуализация своей мечты буквально и объективизм помогает вам осуществить какой-то план. Но по тройке жезлов это мы уже отплываем. Что завершится? Мы спросили, да? И если часто тройка жезлов нам показана, когда мы пусть не в этой колоде, человек стоит еще на берегу. То есть еще не состоялся вот этот сам прыжок или момент перехода. А в этой колоде вы уже оставляете прежние берега и полный вперед. При вашем сильном достаточно положении. Я понимаю, у каждого может быть по-своему, но здесь, как звезды, планеты, для вас выстраивают лучшую концепцию жизни или новое качество жизни. Для кого-то из вас смена работы, поездка, смена, может быть, графика работы, и у кого-то, потому что поменялось начальство на работе, или обстоятельства вокруг вас. Люди себя тоже как-то ведут по-другому, и вы свою жизнь вынужденно перестраиваете, адаптируете, или буквально вы уйдете, работа на дому, например.
раньше ходили в офис, а теперь это будет удаленная работа. Или изучение чего-то нового, изучение языков, или новой сферы деятельности. Потому что прежнее уже что-то само от вас как оттолкнулось, ну так и вы уже не хотите оглядываться назад. Вот это все завершается. Что же нового войдет в вашу жизнь? Вот конкретно карта говорит о взаимодействии. Безусловно, двойка воды– это карта любви, но еще и партнерских отношений. И опять же, либо это по работе, либо по вашему бизнесу, либо это новые отношения, мои дорогие, для тех, кто один или одна, что нового войдет в вашу жизнь. Новое знакомство, новый человек, доверительные отношения, искренние отношения. Когда вы на одной волне в одном направлении смотрите, когда есть возможность создать какой-то восхитительный союз. И пусть вы где-то думаете по-разному, но смотрите в одном направлении. Когда вы готовы взять ответственность как и за человека, так и где-то человек готов прийти на помощь вам. Для кого-то это будет говорить о том, что были отношения на расстоянии, а здесь вы будете продумывать что-то конкретно. И, возможно, получите недостающие документы, если раньше вы не могли их оформить или что-то препятствовало, то до конца весны вы сумеете это осуществить. Сама по себе эмпатия приходит в вашу жизнь с лучшим вдохновением, с новым вкусом свободы и с новыми желаниями, с новыми планами. Значит, подведете вы какой-то итог тому, что для вас уже совершенно неинтересно. Есть то, что вам заманчиво, и то, что, как, знаете, притягательно, манит за собой и хочется следовать в это новое, в эти новые горизонты, к изучению новых кругозоров, расширению собственных возможностей, неожиданности. Все то, что я сказала по этой карте, это наш любимый или любящий еще одновременно человек, который готов прийти на помощь. Вопросы семьи, может быть, для вас, мои дорогие девочки, может такая ситуация сложиться, что, не совсем нам об этом говорит карта, но я могу предположить, что вы ждете ребенка, например, и оформление какой-то отношений. Если прежде была дружба, а здесь многое изменилось за период весны, и теперь вы будете как раз больше думать, как де юре что-то оформить. По этой карте есть такое значение, когда наш партнер уделяет нам внимание и хочет о нас заботиться в неожиданностях. Может быть, вам будет кто-то уделять такие знаки внимания, или проявит чуткость какую-то, чувствительность, и она для вас будет неожиданна, все-таки в неожиданностях. Или, мои дорогие девы, это для всех. Это у вас такие партнерские отношения могут быть, когда вам захочется беспокоиться о ком-то другом. Но вообще любовь, ласка, эмпатия, взаимопонимание – даже в неожиданностях. И значит, какие-то вопросы очень важные вы сумеете проговорить. И, кстати, вы сумеете закопать топор войны. Вот этот корабль, который отплыл от прежних берегов. И если действительно отношения важны, партнерские, в личной жизни, расставить все точки над «и» или какую-то двойственность нивелировать, тоже есть возможность. Давайте узнаем, чем же запомнится вам этот период. Четверка воды. Пожалуй, это будет уход от того, что нас, знаете, не устраивало, или от какой-то апатии. Это уход, по сути дела, от какой-то паузы, от какой-то, может быть, деструктивной ситуации, когда вы не могли что-то осуществить. Или когда вы часто заглядывали назад, мои дорогие девы, пытаясь угодить кому-то, или когда вы себя ставили на второе место, на второй план, а чьи-то планы были важнее ваших собственных. И здесь вы поймете окончательно, что нет. Хватит быть альтруистом, кто-то может решить и так. Или хватит перед собой ставить какую-то многозадачность, в результате которой у меня не остается времени на личную жизнь. Что-то вы завершите, вот не случайно тройка жезлов. Уже корабль отплыл от прежнего берега. Вот именно этим вам еще и запомнится период до конца весны. И вы увидите тот самый кубок,
который вот нам показан человек, он смотрит на 3 предыдущих, и он погрузился в какие-то свои мысли. А карта нам говорит как раз, тебе высшие силы дают новые возможности. Будет очень важным для вас, мои дорогие девы, не застрять как и в собственных мыслях, так и где-то в своих предубеждениях. И как раз совершить вот этот самый прыжок в будущее. Пусть это где-то будет касаться вашей ментальности для кого-то, но это будет очень важное решение, которое изменит в дальнейшем ваше качество жизни. Событие или то, что придет для вашей радости, благополучия. Шикарная карта, правда, у кого-то переезд. Посмотрите, корабль здесь могут быть как новые горизонты, сотрудничество, творчество, организация нового бизнеса, интернет-магазина, если так уже конкретно, то по карте старшего аркана звезда нет ничего невозможного. Это то вдохновение, это вера в собственные силы, когда мы можем свернуть горы. И если мы правильно оцениваем ситуацию, собственные силы, мы правильно создадим тезис-план и пошагово его осуществим. И это может быть как и история вашей личной жизни, когда вы планируете переезд, и у вас это получится осуществить. Все же мы спросили для благополучия, когда новые сами по себе возможности приходят, когда вы правильно направляете собственную энергию не на созерцание 3 пустых кубков или не на бесконечную какую-то помощь, может быть, кому-то, или включение в те вопросы, которые на вас могут просто-напросто навешать, потому что вы очень ответственные люди, и вам можно доверить любой проект, и так это, отряхнув руки, сказать, ну, теперь я сплю спокойно, деве поручил или поручила, и она будет тянуть этот вопрос, пока не добьет буквально его до какого-то победного конца. А вот нет, тут ваша какая-то победа в чем-то, и переключив себя совершенно в другое направление. Для вас нет ничего невозможного. Стоит девам действительно создать только себе тезис-план и так вот планомерно действовать. И все, что хотите, мои дорогие девы. Хотите личная жизнь, даже если вы один или одна. Пожалуйста. Хотите реализация планов по части переезда? Пожалуйста. Хотите бизнес с нуля создать? У вас тоже получится. Даже при том, что здесь как будто важно уметь договориться. Или по карте звезда уметь взаимодействовать, себя поддать. По этой карте рост вашей популярности. Вам будет где-то помогать популярность через интернет, если есть какой-то творческий проект или какая-то задумка. Будьте внимательны. Тут где-то пространство вам буквально помогает эфир, интернет или какие-то новые эти технологии. Вот, кстати, по этой карте тоже это то, что для вашей радости, благополучия. А для тех, кто раздумывает, ехать или не ехать. Ехать, мои дорогие, там вас ждет совершенно другое качество жизни. События, которые изменят или подтолкнут к вас к переменам, правда. Смотрите, еще один старший аркан. Это карта трансформации, карта башня и карта сама по себе о переменах. Нам нужно быть внимательными, и трансформация не всегда, увы, проходит безболезненно. Есть то, что нам сложно оставить, но мы спросили события, которые подталкивают вас именно совершить какие-то перемены. И по карте башня, обратите внимание, ангел берет за руку и отводит буквально человека, потому что через некоторое время вот эта башня от попадания молнии будет разрушена. И вот какие-то турбулентности могут быть в вашей жизни, но это как по судьбе. Для того, чтобы как-то кардинально вы увидели самих себя, оценили собственные силы, переключились на что-то свое более важное. Есть такое значение успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вы, видимо, правильно, вы люди рационально, правильно оцените ситуацию и скажете, я раньше что-то ждала или ждал, а вот теперь нет, я действую. Трансформация неизбежна, перемены вокруг вас. Для кого-то это может быть связано как обстоятельства непреодолимой силы, но значит вы будете большие реалисты и, правда, на какой-то переезд. Кто-то из вас, мои дорогие девы, согласится или на смену работы, или на смену должности. Я строю карьеру. Вы тоже можете поставить перед собой такую задачу, потому что либо я сейчас действую, либо, ну, я себя как обесточиваю. Вот эти самые перемены вокруг вас заставляют вас изменить собственную жизнь. И что же за события, которые заставляют вас меняться? Король жезлов, карта
того человека, который сам в себе уверен. Безусловно, это ваша личная харизма. Это то дело, которое мы можем осуществить, и карта инноваций. Поэтому, когда вам самим ощущение «я хочу перемен», и вы хотите перемен, и карта подтверждает, делай все так, как ты это чувствуешь. Не как кто-то, не по тому фарватеру, в который тебя пытаются направить, а то, что подсказывает ваша душа, ваше сердце, мои дорогие девы. Больше уделить внимание личной жизни. Все-таки для вас личная жизнь не на последнем месте. Сгармонизируй как и планы на будущее, так и свою личную историю. Или, если один или одна, вдохновись и, может быть, измени обстоятельства жизни для того, чтобы и личная жизнь тоже изменилась. Но сделай что-то так, как хочешь именно ты, и твоя жизнь изменится. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.